Стихия вновь сотрясает нашу планету. На Камчатке произошло сильное землетрясение. Японию, Пакистан и другие страны продолжают топить проливные дожди, а в Турции бушует ураганный ветер. Подробности обо всем этом прямо сейчас на канале «Горизонт событий». Приветствую вас, друзья! Сильное землетрясение произошло сегодня на Камчатке. Сейсмологи зафиксировали толчки магнитудой 6,3 в Тихом океане, у восточного побережья Камчатки, в 111 километров от Петропавловска-Камчатского, на глубине около 10-15 километров. При этом Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук сообщает о магнитуде 7,7. Жители Петропавловска-Камчатского подземные толчки заметно встревожили. Люди спешно вышли на улицу из домов, офисов и торговых центров. Интенсивность толчков в Петропавловске-Камчатском достигла 5-6 баллов. Толчки ощущались также в поселках Елизово, Парковый и других районах края. Губернатор края Владимир Солодов обратился к населению с предупреждением о возможности подхода волны цунами. По данным МЧС, сейсмособытие произошло в зоне Курило-Камчатской дуги, известной высокой сейсмической активностью. По предварительным данным, разрушений зданий, обрывов линий электропередач или других инцидентов не зафиксировано. Все, прям вообще колбасит. Ой, как колбасит. Что? Ух, как прям. Качает, качает, как сильно. Вроде бы стихло. Столбы шатаются, водичка плюхает. Возникла непосредственная угроза волн цунами. Ждите дальнейших сообщений Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и действуйте в соответствии с его указаниями. Сильные проливные дожди обрушились на город Йоккаити в японской префектуре Мие, вызвав масштабное наводнение. По данным японского метеорологического агентства, ливни начались рано утром 12 сентября и продолжались весь день, достигнув пика к полудню. В Йоккаити осадки составили около 90 мм за 6 часов, что превысило суточную норму и вызвало экстренное предупреждение о наводнениях. Грозы сопровождались сильным ветром до 15-20 метров в секунду. Реки, такие как Иси и Йоккаити, вышли из берегов, вода хлынула на улицы в центральных районах и в промышленную зону. В низменных кварталах уровень воды достигал от 50 до 70 сантиметров, вода проникла в подвалы домов и магазины. Всего, как сообщают местные власти, затоплено более 200 домов и 50 коммерческих объектов. В жилых районах эвакуировано около 500 человек, преимущественно из зон у реки Иси. Школы и детские сады закрыты. В некоторых районах вода проникла в электроподстанции, вызвав перебои с электричеством. Основные дороги в городе парализованы. В движении поездов наблюдаются задержки, аэропорт в Нагое работает с ограничениями. Серьезно от наводнения пострадали сельскохозяйственные угодья и портовые сооружения Йоккаити. По предварительным данным, жертв нет, но ущерб значительный, особенно в промышленных и низменных зонах города. Мэрия Йоккаити и префектура Мие объявили чрезвычайную ситуацию. Более 300 человек привлечены к эвакуации населения и откачке воды из проблемных зон. В школах и пунктах помощи были организованы временные убежища для пострадавших.
My God. Thank you. В высокогорном Цумадинском районе Дагестана выпал снег, что стало неожиданным явлением для начала осени. По информации Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха опустилась до нуля, плюс 2 градусов, а осадки в виде мокрого снега выпали на уровне выше 2000 метров. Толщина покрова составила от 2 до 5 сантиметров в наиболее высоких точках, таких как окрестности села Цумада и Перевалы. В нижних селах, таких как Хебда и Гамут, снег быстро растаял под утренним солнцем. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными данные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, что происходит в вашем регионе. Спустя месяц после того, как шторм Эрин принес на остров Сан-Висенте в Кабо-Верде разрушительное наводнение, в результате которого погибли 8 человек, погибли животные и были разрушены дома, остров снова страдает от проливных дождей и наводнений. Как сообщают СМИ, островное африканское государство сейчас находится на пороге национальной катастрофы. Государству с населением немногим более полумиллиона человек для восстановления требуется, по разным оценкам, сумма от 2 до 8 годовых бюджетов страны. Вчера на Эльбрусе произошла авария на однокресельной канатной дороге Гара-Баши на высоте около 3700 метров. По предварительным данным, на 6-й опоре с балансира соскочил канат, что привело к обрыву и падению кресел с туристами. 2 человек, находившиеся в креслах, разбились о камни и погибли на месте. Остальные 35 пассажиров, включая семьи с детьми, остались висеть на высоте. МЧС России по Кабардино-Балкарии сразу задействовала спасательные группы. Эвакуация продолжалась до позднего вечера из-за сложных погодных условий. Точные обстоятельства произошедшего сейчас выясняют правоохранительные органы. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших. На курорте временно приостановлена работа всех подъемников. Вчера на Камчатке активизировался вулкан Шевелуч, выбросив столб пепла на высоту до 4500 метров над уровнем моря. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН. Шлейф пепла протянулся в восточном направлении в сторону Камчатского пролива. О пеплопаде в населенных пунктах региона не сообщалось, вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности. Шевелуч – один из самых активных вулканов Камчатки, высотой 3283 метра. Извержение находится в экструзивно-эффузивной стадии, когда лава медленно вытекает, но возможны взрывные выбросы. Вчера в Армении над озером Сиван, крупнейшим пресноводным водоемом Кавказа, прошел водяной смерч. По данным Армянского государственного гидрометеорологического центра, он возник из-за контраста теплого влажного воздуха над водой и холодных потоков в атмосфере. Ветер в воронке достигал 50-70 км в час, но интенсивность вихря была низкой. Кадры были сняты с берега недалеко от города Сиван, где в это время отдыхали туристы. Водяной смерч не вышел на берег и не затронул населенные пункты, ущерба инфраструктуре, лодкам или людям также нет. Вихрь просуществовал около 5-7 минут, а затем рассеялся. Озеро находится на высоте 1896 метров, и эксперты отмечают, что смерчи над Сиваном – редкость из-за его высоты и климата, но глобальное потепление может влиять на частоту появления таких явлений. Провинция Агры на востоке Турции пострадала от сильного шквалистого ветра, который обрушился на село Тезерен вечером 11 сентября. По информации местных СМИ, ветер сорвал крыши с не менее чем 20-30 домов, повредил заборы, деревья и линии электропередач.
В одном из случаев крышу жилого дома полностью унесло, а обломки разбросало по соседним дворам. Ветер привел к обрыву линии электропередачи, из-за чего на несколько часов отключилось электроснабжение. Пострадали также посевы и местные пастбища. Всего, по данным местных властей, из-за непогоды разрушены или сильно повреждены около 40 строений, включая сельскохозяйственные постройки и амбары. Несколько человек получили легкие травмы. Недавние аэроснимки демонстрируют ужасающий масштаб наводнения в Мултане, одном из древнейших городов Пакистана. Обширные затопленные территории, разрушенные дома и переполненные реки Ченаб и Сутлидж превратили город в венецианский лабиринт. Наводнение, начавшееся в июне из-за рекордных муссонных дождей, уже унесло сотни жизней по всей стране. По последним данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям Пакистана, с начала июня погибли не менее 907 человек, 1044 получили ранения, потеряно 6180 голов скота, разрушено 7848 домов и повреждено 239 мостов. В Мултане ситуация особенно острая. Эвакуировано более 140 тысяч жителей, а угроза прорыва дамб сохраняется. Вода покрыла тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий и городских территорий. Это худшее наводнение за десятилетия, отметил комиссар Мултана Амир Карем Хан. Вода все еще прибывает, и мы используем дроны для мониторинга дамб. Метеорологи предупреждают, дожди продолжатся до конца сентября, и риск прорыва дамб в Пенджабе и Синде сохраняется. Центральные и северные регионы Англии пострадали от градовых штормов в середине недели. 11 сентября мощный шторм с градом и молниями обрушился на Корби в Нортгемптоншире, а 12 сентября аналогичное явление затронуло Болтон в Большом Манчестере. Оба эти события стали частью волны нестабильной погоды, вызванной серией атмосферных фронтов в регионе из-за низкого давления в Атлантике. Сильное наводнение произошло в муниципалитете Пиньяхан в провинции Кесон на Филиппинах. По данным Филиппинского атмосферного геофизического и астрономического бюро, причиной наводнения стали муссонные дожди, усиленные низким давлением в Южно-Китайском море, которые обрушились на восточное побережье Лусона. Пиньяхан, расположенный недалеко от реки Палилла и в устье нескольких ручьев, оказался в зоне наибольшего риска. Осадки в Кесоне достигли 180 мм за 12 часов, что превысило месячную норму и вызвало разлив рек. Вода проникла в центральные районы, уровень поднялся до 1–1,5 метров. В срочном порядке спасательные службы провели эвакуацию жителей из низин, где дома стоят на уровне реки. В соседних районах Кесона, таких как Лусина и Таябас, ситуация аналогичная. Затоплены фермы и дороги, ведущие к Маниле. По данным Национального совета по управлению рисками и катастрофами, пострадавших нет, около 2000 человек эвакуированы в школы и общественные центры в Пиньяхане, общее количество эвакуированных в провинции уже превышает 10 тысяч человек. Мэрия Пиньяхана и провинциальное правительство Кесона объявили чрезвычайное положение. Район Бэйбэй в мегаполисе Чунцин, одном из самых густонаселенных городов Китая, пострадал от внезапного наводнения. По информации метеорологов, за 3–4 часа выпало 140 мм осадков, это почти половина месячной нормы. Ливневая система не справилась с таким количеством воды, река Цзилинцзян вышла из берегов, а ее притоки хлынули в город. Уровень воды в низинах достиг 1–2 метров, превратив центральные улицы в бурные потоки. Власти открыли временные убежища в школах и общественных центрах, около 2000 человек были эвакуированы из зон риска. Затоплены десятки домов, магазинов и фабрики в промышленной зоне Бэйбэй. Повреждены дороги и мосты. На несколько часов в 5000 домохозяйств отключилось электроснабжение. Муниципальное правительство Чунцина объявило чрезвычайную ситуацию.
Сильные наводнения наблюдались вчера и в Гане. Район Тайфа-Джанкшен в городе Тайфа, муниципальном округе Гаист на окраине Акры, оказался в зоне сильного ливня. По данным метеослужбы Ганы, осадки в муниципалитете Гаист достигли 60 мм. Вода хлынула на главной дороге, затопив также участок шоссе Н1, где поток унес несколько машин и мотоциклов. Тайфа-Джанкшен оказался полностью парализованным, уровень воды достиг 30-50 см в низинах, а в некоторых местах вода доходила и до метра. Пострадали прилегающие районы, подтоплены подвалы и первые этажи. В общей сложности затопило около 100 домов и магазинов, 500 домохозяйств столкнулись с перебоями в электроснабжении. Исходя из результатов моделирования, расположенная на Солнце крупная корональная дыра формирует в настоящее время широкий поток быстрого солнечного ветра, на полное пересечение которого у Земли может уйти до 6 суток. В возмущенную область межпланетного пространства Земля войдет в ночь с субботы на воскресенье, после чего скорость ветра начнет быстро увеличиваться с текущих 400 км в секунду до около 500-600 14-15 сентября, с выходом на пиковые значения около 700 км в секунду во вторник 16 числа. Это может привести к магнитной буре. Но более точный геомагнитный прогноз с современными моделями может быть сформирован не ранее, чем за 2 дня до события, когда после пересечения границы возмущенного потока плазмы из наблюдений станет ясно, держится ли магнитное поле Земли под внешним давлением и с каким запасом прочности. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь, и до встречи завтра в новом выпуске.